мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем играть в The Invincible. Ой, ой, ай-ай-ай. А чего? Ты не знаешь, что такое усталость, да? Ну да. А, ты что, хочешь его отвлечь? Ты думаешь, он тупой совсем? Не... Чего? Алтан, проверь источник шума. И что? Ну так ты же не его хозяйка-то, алло. Спускайся. Эй! Нулевой приоритет. Человек в опасности. Бинго. Блин, ну зачем мы это, получается, швырнули камень в человека просто? Зачем мы это сделали? Я не знала, что она швырнет камень. Все, вставай тогда. Аптечка. А что, мы ранены? Внимание. Человек в опасности. Понятно. Аптечка. Какое-то снотворное. Интересно, это для товарища или он сам плохо спит? Не работает какой-то бластер. Вот же подонок. То есть он нас бы не застрелил. Пора отсюда выбираться. В смысле, а почему не пошел таймер-то? Я же нажала. Здрасте. Здравствуйте. Что? Простите. А, это... Что происходит? Остановись, остановись. Нет, начнись, пожалуйста. Вот и подставщики, да? То, блин... Только к Арктану, наверное, не надо ходить, правильно? Выбираться отсюда. То есть я должна наружу идти. Ну, он сейчас, наверное, проснется. Скажет, ты чё? Я тебя чё оставил здесь? Почему-то у меня геймпад вибрирует. Как будто бы урон происходит. Нет, а я, может быть, не мне у них понравилось. Я, может, не хочу уходить-то. У них там вон еда, аптечка. Это чё? Ну и мужик неплохой, знаете, в целом. Ну подумаешь, ну угрожал не настоящим пистолетом. Ну и что? С кем не бывает, правильно, в стрессовой ситуации. Ну ладно, нам придется расстаться с тобой. Что поделать? И этот троп от ненависти до любви мы с тобой не пройдем, видимо. Ой, ой, почему-то вот этот при смене локации бывает подлагивает. И мне очень страшно становится. Так. Окей. А почему все стало синее? Ух, сработало? Да чё сработало? Я тебе мужика нашла. Ты... Так. Решила не сотрудничать. В смысле? Да в смысле решила? Я ничего не решила. Я не понимаю. Там ничего больше нельзя было сделать. Мы уже встретились с Плускаса. Да, откуда вы их знаете? Я перехватил переговоры. Да в смысле? Да я ничего не... Нет, ты видел? Там ничего нельзя было сделать. Как мне надо было сотрудничать с ним? Как? Каким образом? Что мне надо было сделать? Там к нему подойти нельзя было. Вообще ничего нельзя было сделать. А если я сейчас вернусь, меня этот укокошит? А, все, нельзя вернуться. Пути назад нет, я говорю. Все, пипец. Все, девки, салфетки убираем. Никакой любовной линии здесь нас не ждет вообще. Трэш. Нет, а как я должна была... А почему-то все горит? Думаю, возвращаться на их базу бессмысленно. Я... Чё? Чё он сказал? Напишите мне потом в комментариях, что он сказал. Похоже, вдоль скалы идти намного безопаснее. Думаю, здесь я смогу спуститься. Хорошо. Чё хорошего? Вообще ничего хорошего. Ничего не понял. Как? Нет. Ясно. Позвольте спросить, почему вы не сотрудничаете с мужиком? Этот человек. Я прощалась с жизнью, я сидела на месте, я с ним просто разговариваю. У нас была светская беседа. Я довольно долго разговаривала с Рахитрой. Потом он приказал Арктану меня охранять, но обмануть алгоритм не составило труда.
Каким он произвел на вас впечатление? Да понравился вообще, мужик-то неплохой. Недоверчивый тип, заблудшая душа, типичный альянсовец. Ну, заблудшая душа, конечно же, никому не доверяет. Неприятный персонаж. Но его можно понять, он озлоблен, напуган. Заблудшая душа. Жаль, что мне не удалось завоевать его доверие. Тогда нам нужен новый план. Ну да, похоже на то. Мне бы отдохнуть, конечно. День выдался непростой, да и ночь тоже. Оба дня были так себе, честно говоря. К сожалению, сперва вам нужно добраться. Чё? Куда добраться? А, ну вот здесь можно, наверное, спуститься. Ой, господи, куда я иду-то? Может, сюда я иду? Как-то не похоже, что я сюда иду. Хотя... Мне кажется, я просто по кругу прошлась. А нахрена? Не очень понимаю. Нет! Вот я считаю, я с ним общалась очень вообще хорошо. Он даже карту у нас не отнял. Вообще, ну, приятный человек-то на самом деле. А что я... Отдалитесь от укрытия. Что значит отдалитесь? В каком направлении я должна отдалиться от укрытия? Ничего не понял. Доложите обстановку без изменений. Вас понял. Хватит меня путать своими вот этими диалогами. Я же начинаю думать, что я все правильно делаю. Прекратите. Ну, наверное, вот сюда. Больше нет здесь пути. А там точно был диалог заскриптованный, значит, я точно шла правильно. Логично? Может быть. Но не факт, что этой же логики придерживались создатели игры. Так, ну и что? Туннель! Мне что, туда? Я думаю, я знаю, куда идти. На другой стороне каньона есть дыра от луча антиматерии. Может быть, вам удастся выяснить... Ах, да, я же самое главное не рассказала. Кондор здесь, на Регис. Кондор? Да, похоже, штаб все перепутал. И время прибытия, и название корабля. Что? Это невозможно. Нужно направиться к Кондору, нужно поискать людей. Вот вернемся, ох, ладно. Давайте к Кондору направимся, скажем им, что у них люди там сидят, бородатые уже. Если другого плана у нас нет, я отправлюсь туда. К Кондору, да. У них больше ученых, было больше времени. Возможно, они обнаружили что-то важное. Если они еще не улетели. Ладно, как пожелаете, доктор, я вам доверяю. А я вам уже нет. Найти дорогу к Кондору, по которой ехал Милос. Я что знаю? Там этот на орбите не может посмотреть, что где? Мне кажется, сверху-то видней. Я не понимаю. Я должна идти в этот тоннель или что? Вы слишком много вешаете на меня задач. Путь к тоннелю. Нужно спуститься, но не здесь. Вот, а в обходной путь пойдем. Придется найти другой маршрут. Передо мной подземный туннель. Связь может на время прерываться, вас понял. Да как, мама моя? Так, я сейчас зайду в лифт, и сейчас меня не будет слышно. Давай, поехали. Вообще, конечно, я не знаю, такое чувство, как будто бы по такому можно и пешком пройтись. Почему оно все время на попе ездит? Так, связь немного прерывается, но я вас слышу. Это прекрасно. Выглядит как соляная камера. Из-за того, что... Так, она опять что-то напевает. Это просто вот... Беззаботная женщина. Побывала в плену. Увидела, как людям отрывает руки. Ходит, напевает. Опа! Стоит там этот.
Ой, сейчас, секунду. Меня вот это вот красная... красная штука вот эта меня бесит. Я ее убрала. Так. О! Даже мне про вездеход что-то скажет. Отлично, у Рахитры есть вездеход. Не есть, а был. Надо же. Впервые слышу от вас подобные шутки. Я просто рад, что с вами все в порядке. И что я уделаю этого ублюдка? И это тоже немного. Да почему сразу ублюдка? Поехали. Поехали. А почему сразу ублюдка? Я вам говорю, нормальный чел был. А куда? Да, блин, карту. Не понимаю. Я не понимаю, куда они мне предлагают ехать. Я назад сдаю, ты дур, что ли, дурная? Ты зачем по камням поехала? Что? Здрасте. Я не знаю, что происходит-то. Слушай, давай припаркуемся нормально. Я не могу. Эти бандуры дурацкие. Я не умею ими управлять. И ни черта не понимаю. Вот куда мы приехали? А главное, зачем? Тут вот какая-то база. А что, нельзя запрыгнуть сюда? А сюда нельзя запрыгнуть. И вообще здесь нигде нельзя забраться. Пши. А где туннель-то, ё? Что вот это значит? Ой, какой туннель? Направляйтесь в Кондор. Куда? Вы можете мне сказать, это где? Разведка вообще не знала, что здесь этот корабль. Я на поверхности. Откуда об этом знаю? Куда мне идти? Ехать. Ничего не понимаю. Я не знаю. Поедем вот сюда. Что-то все стробит у нас. Что это за звуки? Туннель. Вот в него едем мы. Слава тебе, Господи. Интересно, что здесь делает Кондор? Понятия не имею. Рахитра ничего об этом не рассказал. Ну еще бы. Еще бы он тебе что-то рассказал. Ты вообще от него сбежала. Че, мы, наверное, не можем сюда заехать. А, можем, наверное. Ну вот туннель. Ну что опять? Буксуем. Вот. Это же везде ход. Если я правильно понимаю лексическое значение слова везде, это значит везде, как бы, да? Блин, вот еще меня бесит, знаете что, что в этих тачках вот обзора 0. Вот что, она сейчас уткнулась вот носом в песок. Я что, вижу, куда ехать? Куда вот я еду? Где тут повороты? Чего вообще? Что, ну вот ты едешь, ты что, не можешь пригнуться там, посмотреть? Вот не можешь? Нет. Я поднимаю наверх. Что это? Что это? Черное. Это глюк или это что? Или это хоррор-элементы опять? Что, повсюду какие-то шорохи. Я поднимаю камеру наверх, она просто на крышу смотрит. Нормальная женщина. Куда мы? Куда мы? Направляйтесь, Кондор. Ой, прикольно, у нее включается этот светилка. А, нифига себе нам чесать. Ну, типа прямо. Нифига себе. Я так далеко и без продуктов. Хорошо, мы хотя бы у них ничего не украли. Они нас не отравили, между прочим. Поделились водичкой. Добрые люди, между прочим. А мы вот так поступили. Уехали. Ничего не сказали никому. Кошмар.
По-моему, вот сюда, да? Вот сюда. Пожалуйста, скажите, что сюда. Я не умею разворачиваться, да, все правильно. Вот сюда поехали. Да умею я разворачиваться, просто это неудобно здесь. Не знаю. Но как будто бы с геймпада даже это удобнее, чем с головомыши. Так, там у нас, кстати, на пути будет еще одно вот это силовое поле. Я на месте, где они располагались до того, как обустроили базу. Хотите сделать остановку? Угу. А почему? А что мы хотим? А, ну вот, мы как раз... А зачем нам сделать остановку? Ну, не знаю, давай. Что ты хочешь? Ладно, может, найду что-нибудь полезное. То есть у нас даже никакой цели конкретной нет. Арктаны работают. Здесь несколько арктанов. Они еще работают? Да, интересно, как долго. А чё, они нас распознают сейчас? Мертвец. Иногда мне кажется, что у нас нет шансов. О чем вы? А нас с вами, Астрогатор. Люди, биологические организмы, вся наша так называемая жизнь настолько хрупкая по сравнению с машинами. Люди, да. Нашли еще тела? Одно. Это Милос? Да откуда ты их знаешь всех? Нет, кто-то другой. Ему уже не поможешь, но остались выжившие, которым нужна ваша помощь. Не будем забывать о них, как вы сами сказали, доктор. Продолжайте. Так, ну ладно, они на нас не реагируют. Это странно. Просто приходит чел в чужой форме, без идентификатора Альянса, ходит по базе, заходит тут во всякие помещения. Ну ладно, не заходит. Ну, короче, ну сам факт. Типа, это странно. Они... О! Дрон! Ничего с ним нельзя сделать? Или надо опять, может быть, в центр управления просто попасть? А я даже не знаю. Тут как будто бы вообще никуда нельзя пройти. А, вон там какой-то этот. Ну, это как будто бы ни с чем не связано. Это, наверное, транспортер. Да, это транспортер. Это не часть базы. И это все полезное, да, что я нашла? Или будет еще что-то? Нет, не будет. Не знаю, ну что ты нашла? Что хотела? Пойдем к нашему этому. Что-то тут со светом происходит в этой игре. То какое-то черное пятно там вылезло внезапно посреди дороги. Теперь вот свет как-то меняется. Теперь мы что, на скафандр надышали? Короче, я не очень понимаю, зачем мы... Ну, типа, мы нашли, что это не Милос. Хотя вообще мне кажется, что это польское имя. Наверное, он Милош, а может быть сербское. Куда мы? Да нет, не выходи! Нет, не выходи. Я хотела карту. Я хотела карту, а не выйти из машины. Это другая кнопка. Ну вот нам прямо. Так. Не очень понимаю, куда дальше-то. Налево. Поехали налево. Ай-яй-яй. Вот сюдой. Ой. Тут что, какая-то пропасть? Серьезно? Пропасть? Ну, пипец. А, так я не туда приехала. Мне надо куда-то назад и направо. А что происходит-то вообще у вас? Я там направо вообще не видела ничего. А, ну вон.
Вот сюда. А, сюда? Да. Ой, загудел. Следуйте за транспортером Альянса. В смысле, а где вы видите транспортер Альянса? Что происходит? Вы мне даете какие-то странные задания. Но мне направо. Какой транспортер Альянс? Как я могу следовать за тем, что я не вижу? Ага. Силовое поле. У нас проблема. Слушаю вас. Маршрут, по которому они двигались, закрыт силовым полем. Наверняка где-то поблизости энергобот. Сможете обойти поле? Посмотрю. Хотя... Ой. Узкий проход. Проход здесь довольно узкий, маршрут напрочь перекрыт. Дорога завалена булыжниками. Даже если я отключу силовое поле, здесь все равно не проехать. Иными словами, дальше предстоит двигаться без вездехода. Не самый разумный подход. Продолжайте поиски. Знаешь что? Это их транспортер. Они здесь. Он стоит на месте перед силовым полем. Это конвой Милоса? Внутри кто-то есть. Причем не один, двое. А я сначала даже трое подумала. Они внутри транспортера. Готовьтесь к худшему, доктор. Я готова. Их 4, в смысле? А чё, а как? Подождите. Мужики! Как к вам залезть-то? Сидят там. Пиво пьют. Меня не позвали. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, они не живы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ошечки. Залезаю. Пока никого не вижу. Может, они в задней части? Ну, они в задней части, но не в том смысле. Вы пытаетесь включить питание? Да, надо бы попробовать. Как? Что я тут тебе попробую? Ага. Момент истины. Ага, заработало. Чё? Что он сказал? Дверь, говорит, открыта? Ага. Закрытые двери. Внутренняя дверь все еще закрыта, а внешняя только что захлопнулась. Постойте. Задняя дверь открылась. О боже, 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 боже. О нет. О нет. Не... Что там? Это транспорт, братская могила. Они забились сюда, сидели в жаре и темноте. Совершенно не понимая, что происходит. О боже, какая кошмарная смерть. Мне жаль, что вам приходится на это смотреть. О боже, как много. Число записи 428. Воспроизведение в режиме трансляции. Это вы включили воспроизведение? Нет, оно началось автоматически. Алло, Кондор, говорит Рахитра. День 26, время 8:25. Продолжаю поиски пропавших членов экипажа. Я проверил зону раскопок, остальных пока не видно. Жду вас как можно скорее. Нужна помощь. Конец связи. Алло, Кондор, говорит Рахитра. Заклинило. День 26. Что-то не так. Ну, заклинило, наверное. 400 записей. Ага, я проверил. Нет, послушайте внимательно. Очень на вас надеюсь. Он говорит одно и то же, но разными словами. Алло, Кондор, говорит Рахитра.
Облако повредило его мозг. Он теряет память, как и я. Я вернулся с места раскопа. Вот только его состояние куда плачевнее. Вы-то все помните, а вот к нему воспоминания не возвращаются. Если на остальных записях то же самое, он здесь уже очень давно. Причем без помощи от Кондора. Проклятие, вы правы, доктор, господи. Никто не придет на помощь. Боюсь, на этой планете не осталось ни души. Но он там живой, мы его бросили. Не считая их троих, у меня к вам просьба. Слушаю вас. Давайте не будем слушать остальные записи. Можете остановить? Ну уж нет, я туда не вернусь. Тогда давайте сменим сигнал, ладно? Хорошо, до связи. Так-то лучше. Да уж, действительно. Очень давит на психику. Вернитесь к вездеходу. Чё за звук? А зачем мне к вездеходу? Я, наверное, должна буду вернуться к нему. Чё? Сигнальные огни, астрогатор. Кто-то выпустил сигнальные огни. Неподалеку от укрытия. Он заметил, что меня нет. Вы что-нибудь об этом знаете? Слушаю вас. Вы что-нибудь об этом знаете? Нет, ничего. Я отправил сообщение по радиосвязи. Но о вас ничего не слышно, будто ничего не произошло. Астрогатор, во-первых, держите меня в курсе подобного. Во-вторых, начался второй цикл буквально только что. О чем вы? Он заснул и забыл, что произошло до этого, и проснулся вновь на 26-й день своей миссии. Мне его почти жаль. Не надо так шутить. Если я не выведу его из цикла, он так и будет его повторять, пока не умрет. Или пока не сойдет с ума. Разумеется, я ему сочувствую. Вы хотите его спасти, хотя он по-прежнему представляет опасность. Можете ничего не говорить. Я вижу холм. Скоро буду на месте. Да какую опасность? У него была неработающая пуколка, это его. Первый раз он в вас не выстрелил, но вдруг он не будет стрелять. Пока рано беспокоиться, я его еще не нашла. А как насчет всех этих машин на холме? Вдруг какая-нибудь из них может представлять угрозу, особенно если вы явитесь посреди ночи. Вот и узнаем. Да им вообще насрать, они там ходят. Новости, которые вы собираетесь ему рассказать, могут разозлить его. Ну а что делать? А что делать? Я только вот не знаю точно, я вообще правильно еду? Или нет? Господи, это такой ужас. Он выглядел вполне нормальным. Да почему вы опять мне стерли все? Я рисую на этой карте. Рисую. Чё выход? Почему выход? Что случилось? Ну, мне надо куда-то туда двигаться. Ага. Антимат. Так, у него целый арсенал. Здесь безопасно. Ну, вообще-то тут целый арсенал. Он меня в прямом смысле в порошок сотрет, если захочет. Ставки высоки, я это понимаю. Я справлюсь. Ты такая оптимистичная женщина. Куда мне? Вот в эту хреновню? Ну что, Рахитра, где же вы прячетесь? Ну что, уже ушел? Не вижу, но он точно здесь. А если это не он? Да, господи, прям ты через... Вот ускоряться, бегать она не умеет. Переступать через камушки она не умеет. Как вообще вас в космос отправляют, я не понимаю. Я тут на экскурсию сходила, просто на водопады. Так я там на такие скалы забиралась, что пипец. А я вообще даже не спортсмен, и даже не астронавт, и даже не вообще кто-то там. Ты чё вообще обленилась-то? Эй, вы еще кто такая? Ну вот опять. Что вы здесь делаете? Удачи, доктор. Спокойно, Рахитра. Что? Откуда вы...
Я вам не расскажу, я вам все расскажу. Просто замолчите на минутку, выслушайте меня. Я не... Рахитра, вашу мать, ради Сплуска Сайландера. А вы с ними не церемонитесь, доктор. Вы думаете, что сейчас 26-й день вашей миссии? На вашу базу только что напали, многие ваши товарищи в критическом состоянии. Но истина куда хуже. Милос ушел давным-давно. Что? Откуда вы? Вы тоже пострадали во время нападения. Облако микроботов стерло вашим товарищам память. Ваша долговременная память, скорее всего, не пострадала, но как только вы их обнаружили... Ничего, что случилось после, вы уже не запоминаете. Думаю, кратковременная память стирается во время... Я не совсем понимаю. Сосредоточьтесь, Рахитра. Где вы сегодня проснулись? Вы уже угрожали мне этим бластером. Скажите, где вы сегодня проснулись? На матрасе, на котором вы обычно спите, или на полу рядом с радиоприемником? А это здесь вообще при чем? Видите ли, мы вчера долго разговаривали, и вы уснули сидя. У ящика стоит бутылка с водой, которую вы мне дали. Вы ее туда вчера поставили. Хватит мне голову морочить. Милос скоро прибудет. Милос мертв. Все они мертвы. Их трупы уже которую сотню дней лежат здесь. Здесь должны были проверить, почему прервалась связь. Вы должны были покинуть это место на следующий день. Вот только следующий день так и не наступил. Хватит. Я понимаю, в это сложно поверить. Я вам не враг. Я вернулась, чтобы помочь. Нет, последнее предупреждение. Я буду стрелять. Рахитра, я знаю, что вы в меня не выстрелите. Бедный. Сколько я здесь пробыл? Отлично, вы до него достучались. 428 дней. Это просто... По крайней мере, именно столько раз вы отправили утреннее сообщение Милосу. Он плачет. Это облако — результат эволюции неорганических существ. Его цель — наш самый важный орган — мозг. Господи, он плачет. Я не могу. Он реагирует на радиоволны, именно так оно вычислило. Черт подери, после каждой моей передачи по всем устройствам шла волна, а электромагнитное поле тоже из-за облака. Доктор, именно так. Оно повреждает и человеческий мозг, и мозг роботов, и технику. Не хочу перебивать, но у нас проблема. К вам движется облако. Сейчас? Да, оно все ближе. Поспешите, ясно. Принято, спасибо. Что происходит? С кем вы говорите? Как это подготовиться? Надежный человек. Нужно бежать. Поговорим об этом в другой раз. Облако скоро будет здесь. Скорее, покажите мне дорогу в укрытие. Быстрее! Оно может проникнуть через силовое поле. Эй, что вы задумали? Мне надоело ждать. Мне здесь больше нечего делать. Некого искать. Осталась только месть. Астрогатор? Он, кажется, решил сражаться. Что за глупец? Можете его остановить? Он погубит вас обоих. Не думаю, он уже открыл поле. Вот как. Тогда советую к нему присоединиться. С ним у вас больше шансов выжить. Помогите. Эй, вы! Как вас звать-то? Ясно. А меня? Да, вы уже знаете. Да. Что это? Вы знакомы с преобразователем энергии при помощи эмиттеров? Так я и думал. Эмиттеры устроены не так уж и сложно. Вот, берите. Можете прикрыть меня, пока я занимаюсь силовым полем. А что делать? Как прицелитесь, дождитесь зеленого и стреляйте. Устройство подключено к памяти боевым машинам. Ладно, вроде не сложно. А куда целиться-то? В кого целиться-то? И вас поняла? Оно все ближе.
Облако уже добралось до периметра. До какого периметра? Я вообще никого не вижу. Не вижу. Скоро будет в зоне поражения. Оно летит с востока. Господи, где восток? Откройте огонь по облаку. А на что нажать-то? РТ. Ну, я... Подождите. РТ, я же нажимаю. Он сказал, дождитесь зеленого и стреляйте. Я нажимаю РТ, а ничего не нажимается. Что происходит? А, вот облако-то, ё. Так точно, вижу. Ну? Энергия 60. А почему не 100%? Поверьте на слово, так лучше. На полную лучше пока не врубать. Так а чё, как стрелять-то, ё? А, типа, Отлично. Ага, надо прицелиться сначала. А я думала, без прицела, как шмальну, нормально, все будет. Ясно, вверху. Видите, они собираются в рой. О, боже! Ой! Тише, 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 тише. Так. И чё? Помогло? Да, должно хватить. Чё, все? Я тебе помогла? Что мне дальше-то делать? Хорошо, эти штуки на меня не нападают, а то я уже бы вообще обкекалась бы. Плохи дела. Что такое? Чем я могу помочь? Ну же, куда стрелять? Не все так просто, слишком много. О, нет. Ой, я так понимаю, нет у нас больше силового поля. Это я заруинила, да, все? Извините. Черт, если так дальше будет продолжаться, нам не стоит сражаться, мы справимся. А если нам просто улететь? Нам не стоит, я не думаю, что... уже начинаете жалеть, Рахитра? Не могу поверить, что вы втянули меня в это. Вы что-то быстро сдаетесь. Ладно, я не сдамся. Похоже, глаза вас обманывают. Я не сдаюсь. Что как... Да? А почему у меня теперь первая красная? Ай-яй-яй. Я так понимаю, нельзя отказаться от этого. Я думаю, даже если мы скажем, типа, поехали домой, он, типа, будет настаивать, что так надо сделать. Потому что вот эти 3 деления, теперь, видимо, будет одно. А, нет. Поле сжимается. Сделайте что-нибудь. Рахитра, где вы? Что с вами происходит? А где он? Черт! Черт, реально, где он? Мама. Проведайте. Проведайте Рахитру. Интересно, это как? Странно, там... Я разве могу уже забраться на вот эту штуку? Ничего я не могу. Ну так его нет. Кого? Мама! Кого я проведаю-то? Его нет там. Алло! Это, видимо, заскриптовано, может быть, было? Прицел. Ну все, мы здесь останемся навсегда. Ясно. Вставайте, надо убираться. Ясно, шевелитесь.
Поле почти... Ага, где вас черти носят? Мне нужно было позаботиться о товарище. Вам здесь нельзя оставаться. Мы слишком уязвимы, нужно бежать. Очевидно же, на Кондор. Там никто не выжил. Вы ведь не думаете, что на корабле кто-то выжил? Я не настолько наивен. Мне нужен сам Кондор. Так, чё, как ты мне прикажешь? Зачем? У нас в распоряжении весь арсенал нашего флагмана. Может, сейчас мы и проигрываем, но это не означает, что нужно сдаваться. Отправлю в бой Циклопа. Циклопа? Это что, кодовое имя? Скорее прозвище. Это махина в 80 тонн с боезапасом, превосходящим все антиматы вместе взятые. Обычно мы пускаем его в ход там, где зашкаливает радиация, давление или температура. Вам что, мало? Надеюсь, он и впрямь настолько мощный. Но право, нужно сражаться дальше. Так а зачем? Давайте просто улетим на Кондоре. В чем проблема? Постойте, вам что, мало? Может, пора в укрытие и обдумать другие варианты? Вы шутите? Я не собираюсь сидеть в темноте и ничего не делать, особенно теперь, когда я знаю, что на самом деле произошло. Видимо, со мной вы разговаривать тоже не намерены, потому что разговаривать не о чем. В общем, выбор простой, ясно. Вы со мной или нет? Отправиться туда, где есть вода, лекарства и припасы? Или умереть здесь? Какое богатство выбора. Так, ну что, нам надо на Кондор. Ну и как я? Что я? Отправляйтесь к тарелке. К какой тарелке еще? Вот этой тарелке. Это тарелка? Или это не тарелка? Или это блюдце? Я не понимаю. Сюда? Что? Какая тарелка? Что? Я застрял. Нет, я отстряла. Какой... А, вон тарелка. Я чё, знаю, где у вас тут что? Карту у меня отняли. Все у нее сначала там стерли на моей карте, потом отняли у меня все. Теперь говорят, ищи тарелку, потом ищи ложку. Вообще, вон торчит. Иди, говорит, сюда. Ты им раньше бы махал, вообще не видать тебя оттуда. Тоже мне. Надеюсь, я об этом не пожалею. Ой. Жаль, вы раньше не говорили, что у вас есть рабочая тарелка. На ней можно было улететь к Кондору или даже на орбиту. Рабочая сильно сказано. Обычная жестянка с парой дряхлых двигателей. И вы только сейчас об этом говорите, я выхожу. Да нет. Надо же, неудивительно. Поехали. Да, полетели. Секунду. Дождусь, пока силовое поле выключится. Много времени не займет. Ой, держитесь! Это чё за трэш? Ай. Нужно было держаться крепче, ты ж пристегнулась. Его здесь нет. Блин, ну чё такое? Рахитры? Он повел своих людей на корабль. Да что ж ты так лагаешь? Откуда вы знаете? У вас была жесткая посадка. Откуда вы все это знаете? Я слышал, как он говорит с ними и с вами. И что, он не заметил, что я не отвечаю? Заметил. Сказал, что вернется. Так, попадите на борт Кондора. Если он думал, что я буду ждать здесь, то он крупно ошибся. Прекрасно. Ну, возьмите и попадите.
Ну, вон лестница. Когда вы собираетесь войти в грузовой отсек, мы, вероятно, потеряем связь. Естественно, только стали. Именно. Нужно будет установить связь с помощью одного из устройств на корабле. Сначала найду Рахитру. До связи, астрогатор. Сначала я хочу найти Рахитру. Скорее всего, он тоже там. Тем более, нужно быстрее его найти. Ага. Мне что, надо за эту штуку уцепиться или что? А что, они балласт сбрасывают? Что происходит? Циклоп! Это и есть то чудо военной техники. Рахитра времени не теряет. Он уже начал атаку, пока он только выпустил этого их циклопа. О чем он вообще думает? Парит себе... парит себе величественно. И как он выглядит? Приколдесно. Признаюсь, никогда не видел. Непримечательно, мороз по коже. Да непримечательно, на самом деле. Меня не впечатлило. Для машины, несущей разрушение, я бы сказала, весьма непримечательно. Весьма прозаично. И еще кое-что ясно, это важно. Я могу подтвердить мою догадку позже, но пока что все указывает на то, в чем дело, астрогатор. В штабе были правы насчет непобедимого. Он действительно летит сюда. Если я правильно понял сообщение, они будут через несколько дней. Они летят сюда за своими людьми, так? Я понятия не имею об опасности. Теперь все стало на свои места. Они с самого начала направлялись сюда за своими людьми. А не ради как некого преимущества над нами. Одно другому не мешает. Но да, оказалось, что основная причина — это Кондор. Господи, у них какие-то эсэсовские вообще знамена здесь висят. Пожелайте мне удачи, до связи. Ладно, я захожу. Ну, пожелайте мне удачи. Я вхожу в грузовой отсек. Пожелайте мне удачи, астрогатор. Вот так вот. А и чё? Я сейчас его найду. Скажу ему, что он не прав. Ясно попала на один из мощнейших кораблей Альянса. Вот тена. Прям реально какие-то вайбы вот Третьего рейха. Вот в логотипах, во всяком таком. Это не нравится мне. Это лифт. Да? Ждать придется. Или нет? Ну, не понимаю, чё. Это лифт с таким звуком. Опять Atomic Heart. Что происходит? А, пришла все-таки. Зря лифт не запустится без карточки. Уж эти карточки, а я свою дать не могу, так что... Черт бы вас побрал, Рахитра. Помогите мне. Я справлюсь без вас. Ну, пусть там своим экипажем занимайтесь. Как хотите, я сама справлюсь. Что ты там бормочешь? Я плохо слышу. Что это было? Может, я сказала, без карточки не запустится. Я что-нибудь придумаю, только не делайте глупостей. Ну и ну. Конец связи. Чё я придумаю-то? Ничего я не придумаю. И не подумаю даже что-нибудь придумать. Да нет, наверняка тут где-нибудь в грузовом отсеке, может быть... И, конечно, дико извиняюсь, господа, но, может быть, у кого-то из вас завалялась некоторая карточка. Простите, мне неловко, правда. Но мне надо попасть. Поэтому... Как бы... Уже даже я запыхалась. Ну, это единственные люди, кто лежит тут. Ну, вы поняли.
Может тут? А может мне этот бот поможет? Вот еще. Вот, лежит, пожалуйста. I'm sorry, Извини, but you won't need this но anymore. тебе она больше не понадобится. Действительно, вот хочется только извиниться. Вот, ставлю вам карточку и поеду. Whether you like it or not. Хотите вы того или нет, я иду к вам, Рахитра. Ну реально. Что это? И лифты так же долго ездят, как в Atomic Heart. Как-то неуютно мне в этой тишине. О. Доберитесь до Окей. мостика. You're not Ладно, quite at я the bridge еще yet, не but добралась we're до getting мостика, closer. но уже совсем Much близко. closer, Rahitra. Уже совсем близко. Ух. Неактивный лифт. А ты чё, прям знаешь, да, где мостик, где фигостик? Неактивный лифт, неактивный лифт. Ну, вон там что-то какой-то проход. Не знаю, может это из-за того, что как бы все в таких черных цветах решено. Это медотсек, правильно? It must be the medical Должно wing. быть это медицинское отделение. На Surprisingly, удивление, все здесь работает. everything's still running. Ну подождите. Was Rahitra Был ли here? здесь Рахитра? Подождите, ну нам же надо на мостик. А, это отсюда мы пришли. Угу. Ну ладно, через медицинский, значит, сейчас походим. Тихо. Это чё? Не понял. Душевая. Какие-то тут эти. Тут нельзя зайти. Иллюминатор. Ага. Что-то написано. Каля-маля написано. Я так в детстве писала. Ой. Мама. Я надеюсь, ты в скафандре. Да. Блок H. И главное, тут ничего не активное. Это вот какой-то тоже, значит, узел. Это что? Different sections. Разные секции, разные ключи elevator доступа. They really overdo it with the Используйте карточку security доступа, measures чтобы around here. попасть на мостик. I guess I still have some time to look around. Думаю, есть время осмотреться. Подождите. Нет у меня никакого времени осмотреться. Я хочу попасть на мостик. Но не понимаю, как. Блин. Может, это на вот этом, как сказать, вот этот неактивный лифт станет активным, если я использую эту волшебную карточку? А, ну вот. Здравствуйте. Это что? А, ну B1 это же бридж, наверное, нет? Ты добралась? Быстрее, чем я думал. Ну, добро пожаловать на мостик, что ли? Вы специально пытались меня задержать? Не я эти лифты построил, если ты об этом. Не об этом. Хотя очевидно, что вы можете ими управлять, но неважно. Фига.
Поле Дирака готово к активации. Rahitra! Here. Здесь. Ой, люди, ой. Now that you're here, why don't you Раз уж help пришла, поможешь мне. With С what? чем? with the probes? С They're over the зондами? battlefield. I Они do над have visuals полем. from the У меня Cyclops here, есть but I изображение can't do everything on циклопа, my но own. я не могу Oh, все wait. делать в одиночку. Погоди. Activity's increasing. Повышенная активность, They're они на coming. подходе. Are you helping or not? Будешь Come on, помогать или нет? it's about to start. Ладно, давайте их Can't wait any уничтожим. longer. All А right. что делать? Он меня Have it уже your way. все. Okay, I'm ready. Ладно, я готова. Я вообще не готова. What am I looking at? Что это? B, Это номер number 5, зонд 5, a высокой long-range one. дальности. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Лучше переключитесь на ближний. А, сменить зонд. There's the Cyclops. Вот Great. циклоп. Отлично. Я лечу к нему. Force field activation. Активация силового поля. I confirm. Подтверждаю, Field поле active. задействовано. The clouds within reach. Облако в зоне поражения. I'm shooting. Он стреляет. Не очень-то увлекательно без звука на это смотреть, да? А может и нет. А я могу же переключаться между The ними. close range is dead. Ближний зонд не отвечает, неудивительно. Там просто пекло. Field is shrinking. Поле сжимается. Спокойно, ясно. Он его выдержит. Whoa! О, Oh, красота! it's not a machine. Не it's машина, а the devil дьявол. himself. Telling you. Это точно. Охренеть. Ой. Ой. Shit. I'm losing О, connection. черт, связь You пропадает. see anything? Видишь что-нибудь? Вижу. They're Что жопа creating a там? tight Они formation. образуют тесную A формацию. cyclone. Циклон. Fucking Вот shit. дерьмо. Они его просто уничтожили. Скорее всего. Его либо поле сжало как-нибудь там нафиг. У меня плохое предчувствие. Это плохо, да? О, что это You tell было? me. Ты мне You see скажи. anything? Ты разве не видишь? Probes. Зонды, range is ясно. dead. Средний How about the зонд long range? спекся, а дальний... The long range works. Дальний работает. The cloud has stopped Облако attacking. дальше больше не The атакует. Cyclops is- Циклоп. Что? What is it doing? What did Что you он see? делает? Что ты видишь? Он сбил все зонды. One. What? You said Что ты сказала? Don't На count циклопа on the больше не Cyclops рассчитывайте. anymore. Circuits must have gone haywire. Наверное, схема закоротила, он позбивал зонды. Now it's И теперь у probably него, operating наверное, with a new новая goal. задача, как у Like всех all those машин, machines попавших в earlier. облако. I don't understand. Я не понимаю, как такое возможно. This is Это pure безумие. madness. Hey, По крайней At мере, у least нас we still еще have есть the непобедимый. Don't mock Не время me. для издевок. I'm not mocking you, Я не Rahitra. издеваюсь, Рахитра. They really Он are действительно, flying here. они действительно сюда направляются и будут здесь через... Подождите, я Hold проверю. on for a moment, I'll find out. Воспользуйтесь радиостанцией, чтобы связаться с Новиком. Какой еще нахрен радиостанцией? Это вообще чужой корабль. Я что, знаю, где здесь радиостанция? Вон она. Ладно. Чё надо? А. Подождите. Надо, наверное, вот этот мигающий выбрать. Там как раз, наверное, Новик нас и ждет. Кондор, вы меня слышите? I'm here, Слышу вас, Astrogator. астрогатор. К сожалению, Unfortunately, хороших новостей I don't нет. have good news. The Cyclops Циклоп got out вышел of из-под control. контроля. Как это? Just like Как и the другие other машины. machines. Now Теперь он будет it'll wander бесцельно around блуждать по aimlessly. планете или и Or того even worse. хуже.
Я подозревал, что этим все и кончится. Вы знаете, что теперь собирается делать Рахитра? Понятия не имею. Значит, мне нужно с ним поговорить. Вам? Да. Можете нас как-то связать? Да, вот, пускай подходит, разговаривает. Okay, okay. Я переключаю I'm вас на switching you to the мостик. bridge. He should be able to hear you now. Он должен будет вас услышать. Done. Please talk. Готово, можете говорить. Вызываю Кондор. Говорит астрогатор Новик, командир корабля Содружества Стрекоза. Повторяю, астрогатор Новик вызывает команду крейсера Кондор. Ответьте. Может, прекратите уже эти... Рахитра, механик Рахитра. Я последний дееспособный член нашей команды. Так что, наверное, теперь я за командира. Подумать только. В таком случае я официально прошу вас объединить силы, чтобы предотвратить опасность, угрожающую обеим сторонам. Хватит уже, Новик. Я согласен, официально, и все дела. Мы уже занимаемся устранением угрозы. Скажу даже, ваша команда принимает очень активное участие. Мы прекратили играть от обороны и сами перешли в атаку. Пожалуй, игра от обороны звучит лучше, чем нам надрали задницу. Доктор, сейчас не время для... Нет, так и есть. Облако чрезвычайно опасный противник. Но любого противника можно победить. Нужен только подходящий инструмент. К чему вы клоните? Напомню, что мы имеем дело с распределенной сущностью, с неизвестного уровня технологий, и до сих пор ей удавалось вывести из строя все, даже самые специализированные, технику. Так, ни электромозгов, ни памяти, одна чистая энергия. Рахитра, вы мне так и не ответили. Пожалуйста, говорите как есть. Что вы задумали? Я уже готовлю заряды. Взрывчатка? Кассетные бомбы? Водород. Что? Рахитра? Вы серьезно? Еще как? Это все... Чё? Сколько у вас боеголовок? 54! От 30 килограммов до 100 мегатонн. Не многовато ли? Да, потенциала у нас хватает. Это мягко сказано, доктор. Этой энергии хватит, чтобы расколотить планету. Не держите меня за дурака. Я не собираюсь запускать ее в стрекозу. Пока что готовлю. 8 небольших боеголовок. Вы все хорошо обдумали? Вы уверены, что это хорошая идея? Послушай, ясно. Представляю, как это выглядит. Псих из Альянса, которому не терпится пострелять ядерными бомбами. Но поставь себя на мое место. Мне в полной мере ситуация... Чё вы... Так и должен действовать здесь и сейчас. Так что я должен действовать здесь и сейчас. Я не знаю, что будет дальше. Где и в каком состоянии я проснусь. Но я должен успеть отомстить за своих. И убедиться, что выжившим ничто не угрожает. Все они заслуживали лучшего. Ты ведь понимаешь? Как и я. Я понимаю, тоже хочу отомстить, месть никого не спасет. В любом случае, облако угрожает человечеству. Но месть никого не спасет. Я понимаю, что вы чувствуете. Эту проблему нельзя рассматривать под углом мести. Мы имеем дело с результатами некой эволюции, мертвой эволюции. Скорее всего, неразумными. Мстить облаку — это все равно, что высечь океан за утонувший корабль. Именно, как Ксеркс. Бездумная атака ничего не даст. А вот знания об этих созданиях могут помочь вылечить их жертв. Могу помочь вам, Рахитра. Моя память, может... Это возможно. Спасибо, ясно. За что? Я же ничего не сделала. За то, что напоминаешь мне мою маму. Но пока облако угрожает другим, мое состояние вторично. Рахитра, вы все еще рассуждаете так, будто перед вами мыслящий противник. Что если эти существа к нам не враждебны? Ха, очень смешно. Вы забыли, сколько они уже поубивали? Этого я не забуду, Рахитра. Но я продолжаю считать, что они действуют без глобального плана. Нападают эпизодически.
Они, цитирую доктора, неразумны. So what, they're stupid? And Так that's что why они they can't be тупые, hostile? поэтому не могут быть Absolute враждебны? nonsense. Это полная чушь. It could be. Yes. What do you think? Нет нам особенной враждебности, они враги, даже если сами этого не понимают, вы и сами умом не блещете хитро. They're not stupid Они не or тупые, не hostile, but враждебны, а rather просто programmed to запрограммированы на react реакцию. to radio waves, to На радиоволны, brainwaves, мозговые импульсы. Как это? Они блокируют коммуникацию, чтобы предотвратить обмен информацией. So, Значит, для них нет разницы между человеком и they see машиной? no difference between a man and a machine? They take our brains Им for кажется, что transit. наши мозги — это That's why they're передатчики, attacking us? поэтому они на нас нападают. Именно. Погоди, What species are you с talking какими еще противниками? Found various cases Доктор Ясно нашла множественные следы конфликтов. hundreds of thousands of С местной generations. фауной, с другими машинами долго перечислять. Ну, с местной фауной там скелеты же были. Они определенно боролись с местной фауной. Это можно проследить, например, по рыбам, развившим чутье к электромагнитным волнам, так под землей я нашла ископаемые останки. Наверняка среди них были хищники. about? I find it hard to believe Трудно that предположить, any что у prehistoric доисторических reptile рептилий был possessed схожий с our нашим level of уровень technology, технологий. not to mention in Не ours. говоря уже про оружие. Соглашусь. Но здесь были и другие машины. Other machines. Другие машины? I don't buy it. Как по мне, звучит неправдоподобно. Какие-то сказки про роботов. Нет, Рахитра, это не сказки. We have gathered evidence for it. Мы нашли тому доказательства. How did these machines Как эти машины вообще сюда попали? Кто их построил? Прежде чем потерять сознание нашего кибернетика, вы... Так. Yes. О ком? Да, эту. Lyra. Лириане? Да, что-то припоминаю. Wasn't there a book about Об этом, кажется, есть книга. Монография. Согласно его изысканиям, он от взрыва Дзеты Лиры, шестая планета системы, была населена. Предположим, что здесь приземлился корабль-разведчик, взрыв реактора, цепная реакция. В общем, на обломках, которые приземлились на Регис-3, уже не было живых существ. Уцелели только машины. And then what? И что потом? Они начали бить друг другу морды. Machines don't have У emotions. машин нет эмоций. Теория некроэволюции. Поговорить. Нет смысла спорить. Нет, поговорить. Давайте по порядку. Миллионы лет назад некая высокоразвитая цивилизация отправила машины на Регис-3. Это были особые какие-то там механизмы, которыми некому было командовать. Вы как механик должны знать. Робот выполняет свои обязанности вне зависимости от того, нужно это кому-то или нет. Сначала они, наверное, просто чинили себя или строили дом своим мертвым хозяевам, пока что-то не заставило их измениться. Именно. Некоторые хищники нападают на все, что движется, так что им наверняка угрожала местная фауна. Ключевая особенность была в том, что эти машины могли по необходимости производить другие, для борьбы, скажем, с летающими рептилиями или начали делать летающих роботов. That still doesn't explain why Это they все еще started не объясняет, fighting почему они начали сражаться друг с другом, since they already defeated them. раз они уже победили живые Why keep организмы. producing themselves? It makes no sense. Если коротко, так работает эволюция. Если подробно, я ставлю на кризис. Довольно это уже не важно. Ну давайте, что так работает эволюция. В чем основополагающий принцип гомеостата? Выживать. Очевидно, машины представляли друг другу угрозу. Они использовали один и тот же источник энергии. Общие конечные ресурсы. Okay, Допустим, but why did тогда some почему выжили flies какие-то мушки, not something bigger, а не better? что-то побольше и получше? Как я понимаю, они и были лучше. Лучше всех. В некроэволюции побеждали те роботы, которым требовалось меньше всего ресурсов. Поэтому они стремились к миниатюризации. И первый процесс породил облако. Второй — эти странные, похожие на растения конструкции, так называемый город. And they're still growing? И они еще растут, уже нет. Они проиграли в борьбе за выживание, теперь это обычные ржавеющие останки. Осталась только одна форма жизни — микроботы, завоевавшие сушу Регис-3. Охренеть! So these flies Значит, мушки just просто лучше адаптировались к условиям этой планеты, да. Так это работает. So, Значит, подводя итог,
Some alien race Какая-то sent инопланетная advanced раса robots отправила на to Регис 3 продвинутых local роботов. Местные dinosaur-like monsters tried to eat them. динозавроиды Some robots попытались produced дать other отпор, поэтому robots. роботы создали других роботов, которые в свою очередь создали новых и новых, пока не стали жертвой собственного кризиса перепроизводства. После многих поколений и войн за ресурсы они породили смертоносное облако, захватившее планету. Именно, говоря простым языком, Knew the matter was для меня все предельно ясно. makes no sense. Бомбить этих тварей бессмысленно. I'll even say it's a great Пожалуй, для danger нас to это us даже than опаснее, чем для них. But how else do you imagine Тогда как, defeating по-вашему, победить облако? В том-то и дело, что никак, оно непобедимо. Yes, do you agree? Ясно, вы согласны? Well, Интересно. Полностью нет, нужно сражаться до победного. Шанс на победу есть, но крайне малый. Нет, я думаю, что это нет. I very Абсолютно much agree. согласна. Another attack will Очередная make no атака ничего difference. не принесет. Just a few flies Облако are enough for the plant to regenerate. восстановится what if we и destroy their выживет. nests? No, Ritra. Unless we want to destroy Так, the всех их entire не истребить, не planet. уничтожив It's попутно всю impossible to eliminate планету. them. And even then, И даже there's в no таком guarantee случае they нет would die гарантии, in что они не space. выживут в космосе. After all, В конце the концов, flies мушкам need не nowhere, нужна ни вода, ни needs еда, our ни food. воздух. Only solar Только energy. солнечная энергия. But what else Но can we do какие у нас еще if not варианты, attack? кроме атаки? Эвакуироваться? We can leave this Мы place можем улететь and never come отсюда back. и не We have возвращаться. Ananda. У нас есть посадочный... Ясно, я остаюсь. Но ты... Даже удивлен, что ты еще здесь. I had to make Нужно sure было you won't do убедиться, что something вы deeply не regret. наделаете глупости, о которых пожалеете. Все. Done. Что? Warheads are armed. Боеголовки готовы к запуску. Одно нажатие. There'll be no И turning пути back. назад не будет. Да не надо! Ну ты чё, это бессмысленно. I can't. Я не могу. That was close. Ух, было близко. Suspending all actions. Я прекращаю любые действия, ведущие к What should I do конфликту. now? Ясно убедила Рахитру прекратить атаки на облако. You can get to the dragon. Я убираюсь отсюда, вы с нами? All of us? Я побежду, не Your men are well Я armed. побежду, я побежду здесь. Я подожду непобедимого. Я не брошу. I'm staying. Я остаюсь. Что? Что? I'm staying here. Я остаюсь здесь. We'll wait Подождем for the непобедимый Invincible together. вместе. Yes, no. Ясно? Are you sure? Вы уверены? Someone has to Кто-то warn them, должен их Astragator. предупредить, Астрагатор. And Rahitra is- А Рахитра, ну, Don't sugarcoat it, говори Yasna. как есть, I think ясно. we're all aware of my condition. Все, думаю, да, доктор мне Because of this сообщила. and many По other этой и многим reasons, I другим feel I причинам мне must нужно stay. остаться. Well, Ну, I need мне to нужно check проверить, the как guys. там остальные. good talking, Astra. Приятно было See you побеседовать, later, Yasna. Астрагатор. Yeah, Да, take care. берегите себя. Ну да, его нельзя бросать. Все, он ушел. He's gone. Doctor, Сохранение. Доктор, it ясно. was truly an honor. Это была честь для меня. I'm having a hard time Мне finding трудно the right подобрать words. нужные слова. Расскажите команде обо мне. Пусть обо мне слагают легенды. Я в Вальгаллу I have one отправляюсь. last request. У меня есть последняя просьба. Слушаю. I'd like Koval to Я remember хочу, me, чтобы Коваль even меня just from your помнил. stories. Пусть даже только по историям. Разумеется. Я всем расскажу, что вы для них сделали. Нет, нет, мне не нужна благодарность. I just want them to Я know просто who I хочу, was. чтобы они знали, кем я была, кто я есть. Я постараюсь достоверно передать ваш исключительный характер. Although I must admit, it's not Хотя easy. должен признать, задача не из легких. As always. Я, как I'm not всегда, making усложняю anything вам easy жизнь, for you, Новик. Novik. Как всегда, ясно. Always, yes, sir. Have a safe journey. Удачного Thank you, полета. and Спасибо и берегите себя. take care. Типа это конец, что ли? Over and out. Конец связи. А сохранение будет? Are you Ой. sure? Вы уверены? You Да. look, Вы выглядите... Shit. паршиво, я знаю. really tired. Очень That's what уставшим. I meant to say. Это я Because хотела you're trying сказать. to be polite. Только из вежливости. The undeniable truth is, Но правда в том, что я выгляжу и чувствую себя паршиво. Закроешь? will you close it for me? Да, Of course. хорошо. А чё, не прилетели они? Несколько дней Support спустя. and stimulants will Стимуляторы help вам you. помогут, но I can't. мне нельзя засыпать. Ты знаешь.
От недостатка сна можно умереть. Если вы что-то забудете, я вам все расскажу. На вашем месте я бы вела себя так же. Я вам расскажу. Мне нужно как-то выдержать. It won't get to that. Мне ничего не мешает Because I'll снова tell вам you все everything пересказать. all over again. No. Нет, ясно, я слишком хорошо себя знаю. All too well. I won't believe the Я ни cloud за что can не be поверю, defeated, что облако не уничтожить. or help you convince the И не стану invincible убеждать crew команду непобедимого в твоей непричастности. you'll end up in Тебя арестуют, а они снова custody, and they'll повторят just все наши repeat our ошибки. mistakes. That's a strange Такое feeling. странное ощущение Remaining conscious and оставаться в not сознании в камере искусственного сна. You А вы не clearly часто haven't бываете visited в the лазарете. infirmary often. This is a standard Это стандартная procedure for a процедура при long длительном recovery. восстановлении. You take another look Посмотришь, at как там my Линдор work, и Mr. Сплускас. Scott. А сохранение-то будет? Или прям реально все? Все что ли? Все что ли? А где они? Мне до сих пор не выдали карту, да, этого всего. Безобразие. Как? А, ну они, наверное, в Sure I can. соседних. Конечно. I doubt their condition has changed. Хоть и сомневаюсь, что что-то изменилось. Спасибо. Are you still wondering whether to go to И the еще nest? раздумываешь, стоит ли отправляться к гнезду? This is- Это может быть твой последний шанс, if you wanna make it если хочешь before успеть the до engines прилета all непобедимого. arrive, it would be good Лучше бы тебе быть здесь, когда они прибудут. when they come. Куда? К какому гнезду? Я же сказал, что останусь здесь. На дорогу туда и обратно уйдет часов 12. Какое гнездо-то? No, I'm not Нет. going. I know it's Это a уникальная unique возможность поближе opportunity to get посмотреть на closer to this такое phenomenon, явление. and I might never get Другой another такой chance. может не But представиться. I've thought about it a lot, Я все and I'd обдумала, и rather я stay остаюсь here with здесь. you. Now rest. Теперь You should save отдыхайте. your strength Вам for нужно their сохранять силы до их прибытия. Но, видимо, не будет никаких сохранений, потому что мы, видимо, закончили. Несколько дней спустя. Напевает опять. Это ее нормальное вообще состояние. Ножки притомились, руки опустились. Вон, посмотрите, вон на кого руки не опускаются. И исчезли. Вот с этой стороны исчезло облако. А было. О, непобедимый! Наконец-то! Ясно дождалась прибытия непобедимого. Господи, я думала, он взорвался. Рахитра, вы слышите? Они идут на посадку. Уснул. Пипец, все, ее убьют. Он проснется и ничего не вспомнит. Ясно закончила историю. Ну, пипец. Чё? Жопа нам, ребятки. Нас убили, скорее всего. Ну, потому что если он уснул, то он не... Ну, они подумают сейчас все, что какая-то тут из содружества тусуется. Кто она такая вообще? И пошла вон. Не так я хотела закончить эту историю. Но мне понравилось. Мне очень понравилась вот эта вся история с некроэволюцией. Мне очень понравилось про то, что в ходе этой самой эволюции, вот эти все организмы стали считать и машины, и людей, типа, ну, как за что-то одно, короче, принимать, что, типа, импульсы идут, значит, надо защищаться от этого, типа, это нам враг, это наш конкурент, типа, и они таким образом просто защищались. Она про то, что эти штуки защищались, говорила еще, там, не знаю, во второй или в третьей серии, по-моему, мы с вами записывали, она говорила, что, типа, не пойму, что за фигня, типа, от чего они могли защищаться, потому что они такие колючие, эти все кусты, что, типа, могли выполнять функцию защиты, а вот, потому что у них там была конкуренция. Это как, знаете, блин, это еще вот все прикольно в плане. Единственное, что мне нравится в Звездных войнах, простите меня, фанаты Звездных войн, мне нравится, что это все, это не будущее, это было давным-давно.
в далекой-далекой галактике. То есть где-то когда-то была такая вот развитая вся вот эта инфраструктура, технологии, что-то какие-то джедаи, там, и вот это все. Типа мы же привыкли всегда фантастику считать, что это будущее, поэтому прикольно взглянуть на такие вещи как бы немножечко с другого угла, что ты такой, типа, вроде как фантастика, да, вроде как про будущее, так может быть, вот это вот все, как это называется, это все какие-то циклы, то есть мы тоже часть какого-то цикла, мы когда-то тоже разовьемся до какой-то вот этой там невероятной какой-то там технологии, и тоже все погибнем, потому что такова жизнь, и больше никакова. Ну, в смысле, такова как бы эволюция вообще, в принципе, в плане каких-то цивилизаций. Любая цивилизация, когда доходит до пика своего какого-то развития, она потом куда-то схлопывается. И вот что, типа, это было... Это недавно подручный, ты мне читал, что, типа, якобы... Я не знаю, насколько это доказано, но, типа, есть предположение, что внутри нашей планеты была еще какая-то планета. Но не в смысле, что там, типа, она полая, и там какой-то город. Нет, не про то. А в смысле, что это была, типа, более маленькая планета, ну, с таким же ядром, там, со всеми делами, вот это вот. Потом что-то произошло, и она, значит, вследствие чего-то, типа, обросла еще вот чем-то, что мы называем земной корой. Поняли? Вот. Короче, я не знаю, насколько это доказано, просто какие-то вот что-то мы такое прочитали, что якобы сейчас ведутся исследования вот и в эту сторону. То есть, вы понимаете? Понимаете? Вообще, то есть в какой-то момент ты можешь сидеть, жить жизнь, и потом понять, что вообще все, как вот ты представлял, да, жизнь, как она работает, она вообще не так работает. И вселенной вообще наплевать на то, как ты себе все это представлял. Так или эдак, или еще как-то. Короче, такие штуки меня подкупают. Это интересно. В плане геймплея местами, конечно, было немножечко скучновато, вы этого, возможно, не заметили, потому что вы не играли, а смотрели. Но это как бы на то и есть симулятор ходьбы, это и есть симулятор ходьбы, 3 кнопки нажимаешь и ходишь, ну как бы окей, но постоянно развлекали какой-то историей, и не какой-то там даже простенькой, а очень даже интересной, было над чем подумать, и одного подозревать, и другого поподозревать, а в итоге вообще история-то не про это и была. Короче, мне прям нравится. А вы свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Мне всегда очень нравится, когда вы на финальных сериях начинаете писать что-то про концовку. И вот интересно, насколько мы с вами сходимся во всяких таких суждениях. Будет очень интересно почитать ваши размышления. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока!